Проведем тест. Прямо сейчас, пока вы смотрите эту серию разборов, подсчитайте, сколько раз с начала этой недели вам хамили. Я даже не про грубое хамство, когда, например, вам в приспущенное окно машины орут: «Куда прешь, баран?» или «Очки протри, курица». Нет, я про другое, тонкое, повседневное. Когда, например, охранник в караоке-баре бросает вам при входе: «Женщина, пальто в гардероб сдаем». Или когда в регистратуре детской поликлиники вы слышите у себя за спиной раздраженное: «Здесь вообще-то очередь». Получилось подсчитать у вас? Или для нас такое стало уже обыденным и незаметным фоном жизни? Напишите в комментарии, а еще дайте угадаю. Если свежие воспоминания про такие случаи у вас сейчас толкаются локтями в голове, то вы непременно живете в России. Как случилось, что хамство пропитало всю ткань общественной жизни в России? Что это особенности русского национального характера? И можно ли быть россиянином, не будучи при этом хамом? Об этом наш сегодняшний разбор. С вами Павел Коныгин, и каждую неделю я делаю для вас разборы про историю, политику, да и просто жизнь вокруг. Подписывайтесь на канал «Продолжение следует» и, пожалуйста, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. А вы знали, что термин «хамство» не переводится исчерпывающе на европейские языки, и в частности на английский? Получается что-то вроде грубость, беспардонность, но это все, согласитесь, лишь оттеночки нашего сермяжного, всеобъемлющего русского хамства. Любимый многими писатель Сергей Довлатов, кстати, тонкий ценитель русского языка, описал хамство как грубость, наглость, нахальство вместе взятые, но при этом умноженные на безнаказанность. Как точно сказано, согласитесь. Антропологи говорят, что феномен хамства скорее характерен для автократий с низким уровнем доходов населения. А социологи подчеркивают, что это стихийный способ саморегуляции незрелых общественных систем, где отсутствуют другие, более тонкие методы урегулирования конфликтов. Ну и в сумме получается, что хамство вольготнее всего живет в жестко иерархических обществах с большим количеством запретов. Причем запреты могут не регламентироваться, но интуитивно всеми пониматься. В таких обществах типичен низкий уровень доходов населения, низкий уровень общественной культуры и образования, но высокие риски повседневного насилия. Вам это описание никакую страну случайно не напоминает? Замечали, что хамство, в отличие от неразборчивой грубости, всегда личностно ориентировано? Милицию зовите! Это нарушение индивидуальных границ, недопустим близкий, неприятный, вербальный или даже тактильный контакт. Хам обязательно толкнет вас в вагоне метро, протискиваясь к выходу, хотя, казалось бы, можно же вежливо попросить. Хам непременно тыкнет вам, хотя на брудершафт вы не пили, и с чего это вдруг незнакомый человек говорит вам на «ты». Хам непременно попрекнет вас за ваши внешние характеристики или дефекты речи. Привет хейтерам. За то, как вы одеты, какая у вас прическа, может пройтись по поводу вашего веса или, например, по поводу очков. А уж вопросы секса. Исследователи подчеркивают, хамство вообще часто эксплуатирует токсичную мускулинность. Отсюда все эти заготовочки про гомиков и недотраханных. Но главное, что хамство всегда иерархично. Оно всегда перекраивает ситуацию таким образом, что хам как бы доминирует над своей жертвой, унижая ее и пригибая к земле своим статусом, пусть даже и мнимым. Ой, девушка, пятно, смотрите. Эти пятна не очищаются, аккуратнее носить надо. Может, поэтому жертвами хамства со стороны родителей и педагогов так часто становятся дети. Кажется, в отношении детей хамство – это вообще естественная линия поведения в нашей стране. Закрой рот, без тебя разберемся. Ты что, дебил? Кто из нас не слышал таких слов в свой адрес? И как, спрашивается, жить со всем этим нам, повзрослевшим? Как не тащить эти омерзительные привычки в нашу новую жизнь? Ладно, не будем обвинять родителей и учителей. В конце концов, они так же, как и мы, тоже выросли в атмосфере большого российского хамства.
Но почему, интересно, в российской повседневной коммуникации исторически так прижились эти грубые формы взаимодействия, которые никак невозможно представить в повседневном обиходе лондонцев или, к примеру, жителей Осло? Отчасти тому виной наше коллективистское прошлое. Вспомним знаменитую триаду графа Уварова, которая уместила всю государственную идеологию времен царствования Николая I в короткую формулу – самодержавие, православие, народность. Что это значит? Народность понималась этим придворным идеологом именно как отказ от чуждых европейских ценностей, от западного индивидуализма в пользу коллективизма и общинности. Общинность, то есть ставка на крестьянскую общину как центральный элемент экономической системы, вообще была столпом русского национального характера на протяжении всей нашей истории. На эту же идею, на общинность, то есть охотно присели и большевики. Что такое колхоз, как не крестьянская община, существовавшая еще в царской России? Вообще, этот коллективизм, присущий нашему народу и столетиями пестуемый российскими царями, стал замечательным фундаментом для эксперимента по построению коммунизма на территории 1/6 части всей планетарной суши. И примечательно, что чем западнее расселялись народы, попавшие под этот эксперимент, тем болезненнее они его воспринимали. Для советских граждан солнечного Туркменистана, например, идея покорности и отречения от собственных интересов была отнюдь не так противна, как, например, для жителей Таллина. Основанный датчанами, Таллин, прежде называвшийся Ревелем, еще в XIII веке вошел в Ганзейский союз, и это была такая конфедерация европейских торговых городов. Свободная конкуренция, уважение к труду и частной собственности с раннего Средневековья развивали в местных жителях самоуважение и уважение к другому, инаковому. И, естественно, ценность индивидуальности, личные границы здесь исторически не в пример выше среднероссийских. Так что у хамства, как национальной черты, присущей россиянам, есть глубокие исторические корни. Будь я вашей женой, я бы тоже уехала. Если бы вы были моей женой, я бы повесился. Однако, значит ли это, что мы, как народ, от хамства неизлечимы? Понятно, что сама по себе культивация идеи хамства вряд ли кому-то интересна на государственном уровне. Я думаю, что наоборот. Думаю, всяким там Мединским и Михалковым было бы отрадно, если бы все россияне от Находки до Мурманска в одно утро проснулись бы и заговорили языком князей Волконских и Трубецких со всеми учтивыми оборотами, чтобы в каждом трамвае и в каждой очереди у банкомата только бы и слышалось: «Только после вас, сударь, премного благодарен, позвольте вас побеспокоить». Но вот беда. В характеристиках народа невозможно поменять эту настройку, не затрагивая другие базовые функции. И вместе с потерей желания хамить, народ с высокой степенью вероятности приобретет желание задавать вопросы, требовать к себе уважения. И вот с таким народом уже сложно будет договориться по понятиям на этом единственном языке, который не требует подкрепления делом. И вот здесь мы с вами добираемся до ключевой проблемы. Российской власти такой народ не нужен. Нужен народ покорный и невдумчивый, которого можно взять на понт, с которым не обязательно затевать конструктивный диалог, а можно просто показать кулак. И вся эта лагерная уголовная стилистика в обращении, например, Путина к собственному народу не только сигнал «я такой же, как вы, я простой питерский парень из подворотни». Это еще и инструмент по удержанию собственного народа вот на том самом уровне развития послевоенной питерской подворотни. Сюда нужно смотреть и слушать, что я говорю. Неинтересно, значит, пожалуйста. Другой народ, повторюсь, ему просто не нужен. Другой народ будет умнее и от этого опаснее. Хорошо, скажете вы, но Владимир Путин же не только в обращении к нам, россиянам, использует всю эту лагерную уголовную семантику. Он и на международной арене выступает с той же программой. И даже оскорбил бывшего британского премьера Ли Страс, сказав про нее «девушка немного не в себе». А Саакашвили и вовсе обещал повесить за одно место. Почему заодно? А вот тут питерская подворотня как раз играет злую шутку с Владимиром Путиным. Подворотня подсказывает: нахмурь брови, говори по фене. Ты блатной, а они фраера. Фраера блатных боятся. Однако штука в том, что эта стратегия поведения никак не работает за пределами этой самой подворотни. В нормальном человеческом мире, где не физическая сила, а мозги являются преимуществом, его воспринимают в лучшем случае смешным
нелепым, а в худшем просто не слишком умным, со сниженным, скажем так, уровнем эмоционального интеллекта. Вот и нынешняя война в Украине – это же ведь тоже по сути своей предельно разогретая история про хамство и отрицание достоинства собеседника. История гипертрофированного самцовства, такая характерная для хамского дискурса. Неспроста же во всей антиукраинской риторике наших первых лиц столько сексуализированных аллюзий. Нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять. Когда у парня из подворотни не хватает обаяния и такта, чтобы уговорить соседскую девушку погулять с ним, он просто пытается взять ее силой. Но в этот раз наш парень просчитался. Вокруг полно интеллигентных мальчиков, которые готовы заступиться за жертву. Но что же делать мне, спросите вы? Мне, интеллигентному, образованному россиянину, который не одобряет войну, не кричит на своего ребенка и всегда здоровается с дворником. А ответ прост. Искоренив хамство внутри себя и своего дома, двигайтесь дальше. Делайте невозможным хамство на своей улице, в своем городе, в своей стране, наконец. Нам говорят, выборы ничего не меняют, решат без вас. Нам говорят, вы не должны читать и знать, вам хватит и телевизора. Нам говорят, у вас долг перед Родиной, и его надо оплатить своей жизнью. Но почему, спрашивается, мы должны терпеть все это хамство? Нам с вами надо стать теми самыми людьми, с которыми невозможно, просто никак нельзя говорить по понятиям. Кажется, именно так и рождается новая страна. Продолжение следует.